ghost fires like shooting off the news. I've never seen that. That's awesome. На фоне напряженных новостей из Израиля и Ирана появляются новые тревожные сигналы о возможной военной эскалации. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что существуют признаки того, что Израиль продолжает искать возможность ударить по Ирану. В то же время ряд авиакомпаний в эти часы отменяют рейсы в Израиль, а соцсети наполняются слухами о возможных ударах по Ирану со стороны Израиля и США после завтрашних встреч Уиткофа и Кушнера в Иерусалиме. Согласно The Jerusalem Post, США могут атаковать Иран в ближайшие часы. Примечательно, что в самом Израиле, по имеющимся данным, ожидают возможного удара со стороны Ирана и рассматривают происходящее как фазу взаимной эскалации. По сообщениям израильского канала 12, Израиль может подвергнуться иранскому удару в ближайшие часы. Появились сообщения, что Иерусалим не разрешил посадку 4 самолетам с сотнями пассажирами на борту. Самолеты массово покидают воздушное пространство Израиля прямо сейчас. Президент США Дональд Трамп заявил на борту Air Force One, что в направлении Ирана движется большая флотилия США на всякий случай. Он отметил: «Я бы предпочел, чтобы ничего не происходило, но мы внимательно за ними следим. У нас есть армада. Огромный флот движется туда. Возможно, нам не придется его использовать. Посмотрим». По информации израильского издания Haaretz, со ссылкой на американских чиновников, на Ближний Восток отправлен авианосец USS Abraham Lincoln с эсминцами и истребителями. Они покинули Азиатско-Тихоокеанский регион на прошлой неделе и должны прибыть в район в ближайшие дни. Ранее The Jerusalem Post сообщала, что авианосец и его ударная группа достигли Малакского пролива между Малайзией и Индонезией. Таким образом, USS Abraham Lincoln приближается в зону возможного удара по Ирану на фоне нарастающей напряженности, и в ближайшие часы может что-то произойти. На этом фоне европейские авиакомпании продолжают отменять рейсы, самолеты массово покидают воздушное пространство Израиля. Также, по некоторым данным военных СМИ, вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Соединенные Штаты готовятся к возможной эскалации ситуации с Ираном. Индекс пиццерии вокруг Пентагона снова резко подскочил, что является косвенным сигналом подготовки Министерства обороны США. Тем временем Королевские военно-воздушные силы Великобритании перебрасывают полную эскадрилью истребителей на Ближний Восток. Главнокомандующий КСИР, генерал-майор Пакпур, заявил, что вооруженные силы Исламской Республики готовы, и подчеркнул: «Американцы говорят, что хотят переговоров, и для них это было бы лучшим вариантом. Но на этот раз мы не позволим ввести себя в заблуждение ложным чувством безопасности, связанным с переговорами. Вы начнете войну, но ее исход определим мы». Разведывательная организация Корпуса стражей Исламской революции заявляет об обнаружении командного центра, состоящего из 10 иностранных разведывательных служб, для координации атак против Ирана. В заявлении КСИР отмечается: командный центр противника был сформирован сразу после 12-дневной войны с Израилем при участии 10 вражеских разведывательных служб. Военный эксперт CNN отмечает, что чем ближе авианосец USS Abraham Lincoln подходит к Персидскому заливу, тем более агрессивными становятся заявления Трампа в адрес Ирана. Отметим, что на этом фоне американский самолет-топливозаправщик сопровождает несколько истребителей F-15E США из Великобритании на авиабазу в Иордании. По данным источников OSINT, общее число американских F-15, размещенных в Иордании, сегодня достигнет 36 единиц. Происходящее вызывает масштабные перебои в авиации. Нидерландская KLM объявила об отмене ближайших 2 ночных рейсов в Израиль, Саудовскую Аравию и Арабские Эмираты. Air France внезапно отменила ночные рейсы в Арабские Эмираты, British Airways
ночные рейсы в Арабские Эмираты, Swiss Airlines отменили рейсы в Израиль, United Airlines и Air Canada свои рейсы в Израиль. Прямое предупреждение Вашингтону поступило от йеменского движения «Ансаруллах». Официальный представитель Яхья Сари заявил, что в случае атаки США на Иран силы движения будут наносить удары по американским кораблям по всему региону. Это предупреждение указывает на возможное расширение конфликта и открытие новых фронтов в случае любого военного столкновения. Иранские СМИ, подконтрольные КСИР, опубликовали карту военных действий с нанесенными точками на территории Израиля, по которым планируются удары. Иранское агентство Fars News опубликовало анализ новой оборонной доктрины Тегерана. Иран готов к решительному ответу на любую угрозу и предостерегает страны региона от участия в антииранских авантюрах США и Израиля. Основное из сообщения – право на самооборону предполагает ответ не только на инициатора агрессии, но и на любую инфраструктуру, используемую для атаки. Энергетический фактор вызывает обеспокоенность из-за зависимости Израиля от азербайджанской нефти. Предоставление территории или ресурсов для действий врага лишает страну статуса нейтрального соседа. Иран не ищет конфликта, но четко обозначает красные линии. Говорится в публикации «Доктрина Тегерана». Иран предупредил, что если с лидером страны что-то случится, это может привести к войне во всем Ближнем Востоке. Инфографика показывает развертывание авиационных и морских сил США, EUCOM плюс CENTCOM. В зоне Персидского залива сосредоточены наступательные активы США, формально обеспечивающие свободу судоходства через Ормузский пролив, но фактически готовые к ударам по объектам Ирана. Авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln с эсминцами, крейсером и кораблями обеспечения находится поблизости от зоны возможного начала операции и присоединится к силам 5-го флота США, включающим боевые корабли и атомную подводную лодку. Сеть американских баз в регионе Персидского залива используется для размещения дополнительной авиации и БПЛА, усиливающей ударный потенциал и разведку. В зоне Средиземноморья приоритет отдается ПРО, ПВО для защиты Израиля и американских сил от возможных ответных иранских атак. В конце приведем отрывок из аналитической колонки бывшего командующего силами НАТО адмирала Джеймса Ставридиса, в котором описываются возможные сценарии действий США против Ирана. По его оценке, удары могут начаться с авианосцев, по системе ПВО, объектам командования КСИР и армии, логистике и ключевой энергетической инфраструктуре. Параллельно корабли ВМС США, оснащенные крылатыми ракетами «Томагавк», способны нанести высокоточные удары по тем же целям, вероятно, еще до вылета пилотируемой авиации. Операции, как подчеркивается, будут координироваться с американских авиабаз в регионе, включая Иорданию, Катар и Диего Гарсию. Отдельно отмечается роль Израиля, который располагает развитой военной инфраструктурой и, по мнению Ставридиса, станет неотъемлемой частью любой операции против Ирана. Помимо военных сценариев рассматриваются и кибератаки, включая удары по энергетике, системам управления и интернет-инфраструктуре страны. Пишите свое мнение в комментариях и оставайтесь с нами, чтобы первыми узнавать самые свежие и важные новости мира и Ближнего Востока.